say genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим бюджетные планарные наушники от компании LED Shure, и это их первый продукт, выпущенный к празднованию 8-летнего юбилея. Так что давайте их поздравим с этим. Приходят наушники в небольшой черной коробке с огромной восьмеркой на лицевой части и названием этой модели S08, а сзади указаны технические характеристики. И за звук здесь отвечает планарный излучатель диаметром 13 мм, с двойной катушкой четвертого поколения, и его преимущества включают увеличение эффективной площади поверхности, диафрагмы, уменьшение вибрации самого излучателя, минимизацию искажений и повышение общей скорости переходных процессов, что я тоже считаю немаловажно. А чувствительность наушников составляет 105 дБ, и они получили 26 Ом импеданс. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Сертификат качества и гарантийная карточка. Большая инструкция. Отличный кейс для хранения наушников. Шикарный четырехжильный медный кабель. Он очень удобный и не путается, и получил коннекторы 2 пин с маркировкой канала и возможность замены штекера с балансного 4.4 на обычный 3.5 вот таким образом. Здесь откручиваем, берем штекер на 3.5, подключаем его и обратно также закручиваем. Все готово. И вот они сами наушники, выполненные полностью из металла с дизайном в виде восьмерки. На правом наушнике находится новый логотип компании, а левый наушник украшает небольшая надпись LED Shure. Тут находится первое компенсационное отверстие, и рядом установлен стандартный, знакомый нам всем разъем 2 пин. А тут есть маркировка правого и левого канала и название этой модели S08. Но вот звуковод тут довольно вытянутый, с небольшим бортиком для лучшей фиксации амбушюр и с защитной сеткой. Здесь же рядом есть второе компенсационное отверстие. Свою функцию оно отрабатывает отлично, поэтому драйвер флекса тут нет. За это можно совершенно не переживать. И, конечно, стоит похвалить удачную форму самих наушников и посадку. Ребята, это просто шикарно. Наушники максимально плотно прилегают к уху и никакого дискомфорта нет. В общем, пользоваться ими можно хоть целый день. Ну а теперь мы подошли к самой главной части обзора, к разбору звучания наушников LED Shure S08. И начнем с их тюнинга, который здесь в сравнении с S15 практически не был изменен. То есть сразу понятно, что цель настройки здесь придерживается точно такая же. Тонально это очень нейтральные, совершенно не яркие и не резкие и супер теплые по подаче наушники с усилением низких частот на 10 дБ, аккуратным подчеркиванием верхней середины с акцентом на 2 кГц, прошу заметить, в отличие от Harman, где основной акцент больше смещен к 3 кГц. И завершают это дело плавно затухающие высокие частоты после 15 кГц. И да, безусловно, S15 в этом диапазоне будут лучше. У них нету такого спада, и само звучание более прозрачное и воздушное. Но и не забывайте, что S15 стоит прямо сейчас около $300, в отличие от S08, которые обойдутся вам ровно в 100 баксов, даже, возможно, дешевле найдете с учетом скидок и прочего. Но, несмотря на это, я считаю, что две эти модели просто необходимо сравнивать вместе, так как, по сути, S08 очень близко находится к S15. И подача из коробки для меня была сразу очень узнаваема. Я понял, что да, ребята, это оно. Но давайте разберем звучание все-таки подробнее. Низкие частоты здесь подаются как мощные, с хорошим таким напором и глубиной, и просто безумнейшим убойным панчем на мидбасе. И эти наушники ощутимо басовитее, чем S15 в сравнении. Но при этом бас тут точно такой же, четко подконтрольный, пускай и в обоих случаях есть небольшой аккуратный заход на нижнюю середину. Но мне так нравится даже больше, так как это дает вокалу больше тепла и веса, да и отдельно стоит похвалить выделенную начальную атаку у басовых нот и подробное воспроизведение текстуры и дисторшена.
Да, пускай оно чуть менее тут прозрачно в сравнении с S15, но тем не менее, в этой стоимости это реально очень хороший результат. В целом, этого от планаров я и ждал. А вот средние частоты тут подаются как тонально одни из самых теплых, я бы даже сказал супер теплейших по подаче, что я встречал за последнее время. Вот она, ребята, просто настоящая сохраненная нейтральность с абсолютно приятнейшей мягкой подачей вокальной части. Без излишней энергии, усиления области верхней середины, как это бывает в наушниках, с настройкой Harman, за счет чего здесь вокал подается куда более спокойно, я бы даже сказал мягко, будто парящее облако. И он вас совершенно не утомляет, хоть берите и слушайте эти наушники весь день. Впрочем, и ударные барабаны здесь очень четко и подконтрольно, аккуратно делают свою работу, с отличными переходными процессами, совершенно не вылезая вперед всего остального в миксе. То есть, в целом, такой тон оказался, как и в S15, на мой слух, очень приятным. И я рад, что они не стали ничего тут в этом плане менять. Тут нету никакого странного кривого тембра, а имеется лишь плавное, с натуральными тембрами звучание, которое вас мягко, как одеяло, укутывает, и вы просто расслабляетесь в этом чрезвычайно приятном потоке при прослушивании любимых композиций. Причем отмечу, наушники просто прекрасно справляются с плохими записями, так как они совершенно вам не показывают все эти нюансы и проблемы сведения. Поэтому, если в вашей аудиобиблиотеке музыка, которую вы слушаете, местами хорошо записана, а местами плохо, то с этими наушниками вы можете даже не переживать на этот счет, так как донесут они до вас все аккуратно и без явного выделения проблем композиции, как это бывает в других наушниках. А вот высокие частоты здесь, в отличие от S15, подаются куда более гладко и тепло, и я бы сказал, супер сдержанно. Тут совершенно нету никаких сибилянтов и неприятных всплесков. Но при этом замечу, что тарелочки на слух все четко прослушиваются, хоть и чуть менее остро на атаку, и не так прозрачно и воздушно, как это было в S15. Но я бы точно не сказал, что наушники что-то здесь от вас скрывают. В целом, что перкуссии, что различные микронюансы тут прослушиваются, да, пускай не так явно и показательно, но они же есть и никуда не делись. А если вам хочется получить больше аналитики и техничности, то вам определенно стоит смотреть в сторону LED Shure S15. А для всех остальных ребят, кто хочет просто без заморочек насладиться музыкальным произведением и при этом еще и недорого, то S08 определенно ваш выбор. А вывод по этим наушникам у меня получился таков. LED Shure S08– это, на мой взгляд, более бюджетная версия моих любимых планарных наушников LED Shure S15. И характер, и общая тональность тут очень похожа. Разве что подача тут воспринимается куда еще более теплее, и я бы даже сказал в какой-то степени аналогово мягко. Особенно вот на высоких частотах. И я считаю, что S08 получились грамотно и, главное, понятно настроенными наушниками с мощным текстурным басом и очень приятной подачей, которая совершенно не утомляет при длительном прослушивании. И я рад, что они не стали ничего придумывать нового и кардинально как-то менять настройку, а просто пошли уже по проверенному и знакомому нам всем варианту тюнинга, как у более старшей модели. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи и пока.